Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов или обращений через сайт на конструкторе Tilda, сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые данные из Tilda в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в Unisender, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Tilda. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Tilda. Далее необходимо перейти в настройки вашего сайта. Теперь переходим в раздел «Формы». Находим сервис Webhook. В поле Webhook URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого добавляем приемщик данных ко всем формам на сайте. После этого можно перейти в настройки. Если вы хотите получать больше данных, отмечаем соответствующие пункты. После изменений кликаем «Сохранить». Далее необходимо опубликовать все изменения на вашем сайте. После этого вам необходимо перейти на ваш сайт и сгенерировать новый заказ или обращение, для того чтобы эти данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сделали заказ или оставили обращение на сайте Tilda, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее необходимо перейти к настройкам. Переходим на вкладку «Интеграция и API». На этом этапе вам необходимо скопировать ключ доступа к API. Для этого кликаем «Показать полностью». Вам необходимо ввести пароль личного кабинета Unisender. Теперь вы можете скопировать ключ API и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы хотите добавлять новые контакты.
Теперь вы видите поля для создания нового контакта в Unisender. В эти поля вы можете назначить переменные из тильда. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender в качестве новых контактов при каждом новом обращении или заказе из тильда. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка источника данных тильда успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!